Добрый день, друзья! Сегодня опять рассказ о 5 орхидеях. Это уценки. И я о них веду рассказ от самого начала, от покупки, цветения, пересадки и динамики их роста. Собран плейлист специально для этих 5 орхидей. Там все видео, где я их упоминаю, рассказываю, пересаживаю. Там абсолютно все видео есть. Но последний раз я вот так все 5 орхидей вам показывала 25 января. Давайте посмотрим, что произошло с каждой орхидеей за этот месяц. 5-я орхидея у нас с цветоносом. 1 цветочек она сбросила. Осталось всего 4. Растит новый лист. И пошло много корней от шеи. Конечно, в горшке тоже есть новые растущие корни. Вот, чтобы было понятно. И в горшке, и здесь, и здесь. Орхидея пока еще цветет, пересаживать ее рано. Пусть доцветает, потом мы обязательно с вами ее пересадим. Орхидея номер 4, которая была в идеальном состоянии. И корни, и вся сама орхидея была в идеальном состоянии. Мы с вами давно пересадили. Вот в каждой орхидее стоит бирочка, на которой написан номер. Что с этой орхидеей произошло после посадки? Давайте сначала посмотрим корни, какие у нее в горшке после пересадки. Есть везде растущие корни. Вот с этими корнями мы ее пересаживали, они продолжают расти. А с этой стороны пошел новый корень уже после пересадки. И может быть это на камеру будет не видно, но я специально сегодня одела очки. Они у меня служат как лупой. И увидела, что начался рост листа. Может быть на камеру это не будет видно, но постараемся вам это показать. Орхидея номер 3. Пересаживали не так давно. При пересадке мы обратили внимание, что у нее на корешках была краснота. Поэтому на бирочке я отметила крестиком, что я внимательно наблюдаю за этой орхидеей. Показываю вам корни. Корни не закукленные, продолжают расти. И листик, который был очень мал при пересадке, продолжил свой рост. Орхидея номер 2. Кстати, орхидея номер 3 была в таком же влагоемком грунте, как и орхидея номер 2. Так, что мы здесь наблюдаем? Ну, у этой орхидеи, которая высоко находится над горшком и виден торфяной стакан весь, который нам не мешает наращиванию корней, она сразу вырастила 4 корня от шеи. Сейчас этих корней даже не 4, а 5. Обращаю внимание вот на этот корень. Это 5-й корень, но он не начал рост от шеи. Здесь был маленький кусочек корня, который продолжил свой рост. И вот сейчас находится в таком состоянии растущем. Даже в этом влагоемком грунте корни растут в горшке. И я думаю, что мы с вами на следующей неделе будем пересаживать эту орхидею. В какое время стоит пересадить орхидею,
которая начинает растить корни от шеи. Я всегда говорю, что должны вырасти корни от 5 до 7 сантиметров. Здесь некоторые корни даже уже 10 сантиметров и уходят в горшок. Поэтому пересаживать эту орхидею тоже нужно. Может быть, в горшке немного корней, когда мы ее разберем, посмотрим. Но на следующей неделе мы обязательно сделаем с вами пересадку этой орхидеи. И последнее, первое, самая проблемная орхидея, у которой не было корней. Вообще, они все гнилые, они как были в горшке, так и остались. Орхидея вот с таким чудесным названием – это мультифлора. Да, вот единственную орхидею из всех 5 мне пришлось обработать Максимом. Но как обработать? Я не заливала Максим в горшок, то есть не замачивала корни с Максимом. У нее на шее было маленькое черное пятнышко. И препаратом Максим я поставила одну единственную точку. И если вы сейчас посмотрите, прошло много времени после этого, Максим даже не заметен. Вот здесь есть какое-то красное чуть-чуть. Но вы знаете, что Максим красного цвета. Но уже не яркий оттенок этого Максима. Если вы видите какую-то черную точку, то стоит поставить буквально одну маленькую капельку. Не надо никогда орхидею мазать Максимом высоко по листьям. Я всегда объясняю, что если вдруг применение этого препарата вам для чего-то нужно, видите какую-то черную гниль, это может быть крапинка, может быть большая какая-то часть, только эту часть не надо обмазывать Максимом все основание орхидеи. Максим очень сильный препарат. Его как бы побочное явление – это рост корней, но и может засушить листья. Поэтому ни в коем случае полностью орхидею Максимом мазать не нужно. Но если у вас, во-первых, есть Максим, а во-вторых, если это применение Максима оправдано. Вот на этой орхидее применение оправдано. На этих остальных 4 орхидеях я никакие препараты не применяла. Ни стимулирующие, ни лечащие. Вот все как есть, так и есть. Это единственная орхидея, на которую я поставила эту каплю Максима. Что же мы видим здесь? Вот это 2 новых листика, которые растут. Эти листья кажутся вот в такую гармошку. Да, гармошка осталась, но листья упругие. То есть потеря тургора – это не всегда вот эти гармошечки на листьях. Я даже вам показывала, вот здесь идет желтизна по листику, и сначала половинка листа была мягкая, а вот эта половинка листа, даже при том, что вот эта гармошечка на ней видна, но она жесткая. А сейчас и этот листик становится более упругим, но он все равно истощается. Ну, как-то она из половинки листа забирает нужные ей микроэлементы, потому что я не поливаю такие орхидеи никакими удобрениями. Пусть сначала адаптируется и немного восстановится, тогда можно будет применять какие-то удобрения. И этот лист, он хоть и в сборочку, хоть и в гармошку, но достаточно упругий. А новые молодые листья растут не быстро. Орхидея не умеет быстро растить листья. Она возрождается сейчас на данный момент. Это у нее такой сложный период. Но никаких гармошек, никакой потери тургора здесь нет. От шеи она вырастила 3 корня. Вот 2 и с другой стороны еще 1. 2 противоположных корня, этот и вот этот, они находятся в растущем состоянии. Такие остренькие, не буду показывать, но вот этот, наверное, видно. Вот он уходит в горшочек, он остренький, растущий. А этот корень
дорос до горшка, что уж ему там не понравилось, я не знаю, но он потихоньку закукливается. Но он есть в любом случае, он работает. И если он начал закукливаться, то он обязательно откуда-нибудь от самого корня продолжит свой рост. Это никак не говорит о том, что этот корень начинает погибать. Он обязательно будет расти, но по-другому. Что еще происходит с этой орхидеей? Единственный корень, который был видимый и похож на здоровый, это вот этот корень. Начинается он в горшке, вот здесь сверху. И вот так уходит в горшок. Вот этот корешок. Сейчас буду показывать маленькие-маленькие росточки. От этого корня начинают расти здесь, 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 здесь. Вот так от закукленного корня, но живого, начинают прорастать молодые корешки. Мы подождем, пока вот эти маленькие корешки немного отрастут. И тогда пересадим эту орхидею. Я думаю, что мы еще дадим, примерно недельки 2-3 порасти. А потом обязательно будем пересаживать и убирать или не убирать. Мы только можем это решить, когда мы освободим орхидею от старого грунта. Будем ли мы убирать тяжи? Веломен гнилой, конечно, мы с вами уберем. И будем ли мы сажать со старыми тяжами, или нам будет достаточно вот этих новых корней. Но орхидея, она просто большая умница. Она очень хочет возродиться. У нее есть потенциал и жизненные силы. Я думаю, что мы, наверное, через годик, когда хорошо дорастим ей листики, пересадим и начнем удобрять, дадим ей те микроэлементы и макроэлементы, которые ей нужны для роста, и она обязательно нас порадует своим цветением. Это обязательно будет, но не быстро. Орхидеи не растут и не восстанавливаются так быстро, как нам бы хотелось. Здесь нужно немножко набраться терпения и подождать, пока орхидея вот так медленно, но возрождается к жизни. И обязательно возродится. Вот такие у нас очередные успехи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.